Всем привет-привет! Сегодня у нас релакс-видео. Программировать не будем, отдыхаем и посмотрим обновление, которое я добавил в OpenAI плагин под Unreal Engine. Рассмотрим с вами возможности DALL-E 3, новой модели для генерации изображений. Погенерируем речь на основе описания, на основе текста. Рассмотрим модель Text-to-Speech. И также поиграемся с моделью Vision, которая умеет распознавать изображение, и не просто распознает, а полностью погружается в контекст изображения. То есть, по большому счету, понимает связи между предметами и что конкретно изображено. Сегодня все это увидим. В основном буду демонстрировать блюпринты. Немного совсем зайдем в Visual Studio, в исходники движка, посмотрим, какие там имеются косяки. Все как обычно. Поэтому большая просьба ставить лайк, подписываться как на YouTube, так и на Telegram-канал. Там новости я выкладываю намного раньше. Если у кого есть возможность поддержать на Boosty или Patreon, буду крайне признателен. И по традиции баннер с патронами верхнего уровня. Всем спасибо. А мы начинаем. Итак, мы продолжаем с плагином. Я, как и обещал, добавил все новые фишки OpenAI, которые они показывали на презентации. README репозиторий я также обновил. Можете посмотреть все последние обновления в секции Updates. Сегодня будем говорить про DALL-E 3, про преобразование текста в речь и также про Vision модель, которая умеет распознавать изображения. Пару вечеров на самом деле все заняло, поскольку плагин достаточно неплохо расширяем. И давайте начнем с DALL-E 3. Модель на самом деле была представлена не так давно. Напоминаю, что DALL-E 3 — это модель для генерации изображений по текстовому описанию. И качество генерируемых изображений у DALL-E 3 по сравнению с DALL-E 2 на порядок выше. На странице можно видеть пример генерации одного и того же промпта для DALL-E 2 и DALL-E 3, но мы сейчас с вами это и так посмотрим. То есть DALL-E 3 по качеству не уступает Midjourney. Я даже видел какой-то заголовок, что DALL-E 3 даже лучше, чем Midjourney, хотя в этом я не уверен. Итак, перемещаемся в Unreal. Сегодня практически все будет в блюпринтах, за исключением пары моментов. У меня уже настроен пустой проект и подключен плагин. Также напоминаю, что в сеттингах необходимо включить галочку Show Plugin Content и в контенте OpenAI плагина выбрать Overview Level, который демонстрирует работу плагина с помощью юзер-интерфейса, с помощью виджетов. Все виджеты находятся в директории виджет. Самый главный — это OpenAI API. Здесь собраны все виджеты. Каждый виджет, по сути, отвечает за отдельный запрос. Находятся они в виджет-свитчере. И кнопки сверху просто переключают активный виджет. У генератора изображения отдельный виджет. И давайте сразу приступать. По умолчанию, кстати, поставил активную вкладку Images, поскольку это самое интересное. Интерфейс я подтюнил. Теперь можно выбирать модель и настраивать различные параметры с помощью дропбоксов. Давайте с помощью DALL-E 2 изображение сгенерим. В промпте по умолчанию астронавт, который едет на лошади. В целом неплохо, но без фотореализма. А теперь давайте протестируем тот же запрос, но с помощью DALL-E 3. Параметр пока трогать не будем. Сразу нажимаю на кнопку. И разница прям заметна сразу. То есть у нас достаточно качественное фоторильное изображение. Для удобства, кстати, да, добавил увеличение изображения. Напоминаю, что также изображение можно сохранить в оригинальном разрешении. Имеется кнопка Save. И я вывел все возможные параметры запроса в интерфейс, но сразу имеются ограничения. Изображение можно получить только в формате URL, то есть только ссылки на изображение. Я даже добавил подсказку при наведении. Байт на самом деле тоже можно получить, но проблема в том, что они изменили формат в DALL-E 3 и выдают байты формата WebP, который Unreal не поддерживает. Об этом расскажу поподробнее чуть попозже. То есть после того, как вы сгенерировали изображение, придет ссылка на данное изображение, и его необходимо будет скачать. Также чуть попозже покажу, с помощью какой ноды это делается, но мне пришлось свою ноду написать, тоже расскажу почему. Кстати, если мы генерируем изображение с помощью DALL-E 3, то также приходит еще текстовое уточнение, по которому он создал изображение. То есть он, по сути, дописывает наш промпт. Следующий параметр — это размер, квадратный 1024 и также вертикальные и горизонтальные форматы, практически Full HD. Также имеется параметр качества, стандартное и HD. В документации написано, что HD добавляет больше деталей.
И также стиль Vivid и Natural. Vivid выдает фотореал, а Natural не заморачивается с фотореализмом, хотя тоже получается неплохо, но я бы сказал, что это ближе к коллажу. То есть, если хотите генерировать мемы, то, наверное, нужно выбирать стиль Natural. Изображение сейчас еще погенерим. Сегодня у нас релакс-видео, отдыхаем от программирования. И кто хочет почитать поподробнее, также имеет страница в документации по поводу генерации изображения. DALL-E 3 также здесь присутствует. Описаны все форматы. В чем разница значения параметра Quality. Также написано, что квадратные изображения генерируются намного быстрее. И также пока что DALL-E 3 за один запрос умеет создавать только одно изображение, а DALL-E 2 10 изображений. Но кто смотрит серию по OpenAI музею на канале, тот в курсе, что DALL-E 2 генерирует 10 изображений. Два других запроса по изображениям Edits и Image Variation умеют работать пока что только с моделью DALL-E 2. И также, естественно, имеется информация на странице API Reference. То есть данный запрос полностью реализован в плагине, все параметры мы с вами видели. И здесь имеется описание параметра стиль, Vivid или Natural, и также можно почитать, в чем разница. Давайте немного поиграемся с DALL-E 3, погенерим различные изображения. Так, только я поменяю стиль на Vivid, и давайте генерировать квадратные изображения, поскольку генерация намного быстрее, как нам рассказали в документации. Ввожу запрос, тираннозавр Рекс надувает пузырь из жвачки. Такая вот генерация получилась, не совсем, конечно, он его прям надувает, но неплохо в графическом стиле. Далее это уже мастерство промпт-инжиниринга, как добиться нужного результата. Далее давайте введем следующий промпт. Средневековый рыцарь катается на скейтборде. В слое скейтборд ошибся, там не C буква, а K, но я думаю, он все поймет. Данная генерация поприкольнее. С горы, что ли, он едет, зрители даже какие-то. Ну, то есть для концепта какой-нибудь игры можно здорово нагенерить. Также в логе можно видеть полный промпт, который он додумал для себя. Так, видимо, проще генерировать. Да, немного этим он нас упрекает, что слишком простенький промпт, смотри как надо. И еще одно давайте сгенерируем. Разработчик программного обеспечения пишет код под водой. И добавим, что он счастлив. Также ошибся, вместо is написал C, что-то по-итальянски, CC. Ну, в общем, такая веселуха, видимо, у него двухсторонний монитор. Раньше у всех нейронок, кстати, была проблема, то, что они пальцы плохо генерировали. Сейчас данную штуку подфиксили. Так, на этом с генерацией изображений заканчиваем. Давайте покажу пару вещей, которые обещал. Виджет называется Images. Перехожу в логику, на граф. У блюпринта две основные части. В начале на констракт я просто настраиваю все комбо-боксы по enum. И основной запрос отправляется при клике на кнопку Create Image. И во все параметры запроса просто подставляются текущие опции всех комбо-боксов. Параметр запроса — это структура OpenAI Image. И после того, как мы создали структуру, вызываем ноду Create Image. И давайте посмотрим, что произойдет, если поменять response формат с URL на base64. Так, настройка данного комбо-бокса находится в функции update формат, поскольку необходимо менять комбо-бокс в зависимости от модели. И как мы видим, дисклеймер, что DALL-E 3 поддерживает только URL формат. Скопирую ноду, которая переводит enum в строку. И давайте параметр формата захардкодим. Отключу нитку временно. Вставляю из буфера ноду и выбираем элемент enum base64. Подставляю его в pin response формат. Давайте посмотрим, что произойдет. Возвращаюсь в уровень. Открываю лог, запускаю проект. Выбираем DALL-E 3. И значение параметра формата у нас сейчас base64. Я его захардкодил. По логу можем видеть, что байты-то пришли. Но конвертировать их в текстуру, к сожалению, не получится. Видим в логе сообщение, что формат инвалидный. И также сообщение об ошибке, которое залогировал плагин, что, скорее всего, это WebP формат, и Unreal его не поддерживает. Это сейчас в коде покажу. Поэтому работает только URL формат, и после того, как вы получили URL, его необходимо загрузить. То есть добавляется еще одно действие.
Так, откатываю изменения. Итак, после того, как пришел ответ от сервера, то есть когда вызывает событие onCompleted ноды createImage, вызывается дополнительный макрос, который я создал, handleImageResponse. И если пришли байты, то мы из байтов можем сразу создать текстуру, также с помощью вспомогательной ноды плагина. А если пришел URL, то необходимо изображение скачать. Делаю я это с помощью своей ноды downloadImage, которая находится также в плагине. Если вы в поиске ведете downloadImage, то имеется Unreal-овская нода и имеется моя. В зависимости от категории можно определить, какую ноду вы хотите, но рекомендую пользоваться моей. Совсем скоро узнаем почему. Так, это я достал опять свою ноду, давайте достанем Unreal-овскую. В их ноде, кстати, имеется два выходных пина, onSuccess и onFail. Но на самом деле успешность скачивания можно определять по указателю texture, то есть если он нулевой, то явно что-то пошло не так. Поэтому я не добавлял второй выход onFail. На самом деле причина, по которой мне потребовалась своя нода, была в том, что я хотел создать текстуру в другом формате. Но когда я увидел их код, я подумал, что это было все-таки хорошая идея. Сейчас все увидим. Итак, ненадолго перейдем в Visual Studio. Сначала давайте покажу код, который определяет, что формат изображения WebP. Нам необходимо перейти в функциональную библиотеку ImageFunClip, которая находится в главном модуле плагина. Здесь все функции статические, и нам интересна функция Texture2D from bytes. То есть пришла строка base64 от OpenAI, после этого я конвертирую их в массив байтов, по сути массив on-site чаров. И на основе данного массива вызывается другая функция, которая непосредственно создает текстуру. Подробно данный код сейчас рассматривать не будем, пробежимся лишь по некоторым деталям. В Unreal имеется специальный класс, который умеет работать с разными форматами изображений. Например, по байтам можно задетектить формат изображения. Имеется специальный enum, image формат. Первый элемент формата invalid, -1, далее PNG, JPEG, BMP и так далее. И уже, кстати, видим, что WebP формата здесь нет. И когда приходят байты WebP, формат он определить не может, и поэтому функция detectImageFormat возвращает invalid. Я добавил дополнительную функцию в эту же библиотеку, которая называется WebP-FormatCheck. Данная функция по байтам дополнительно проверяет, не являются ли эти байты байтами WebP формата. И, кстати, здесь мне помог ChatGPT, мне было лень лезть в документацию, и я просто спросил, как по байтам проверить, являются ли данные байты WebP. И мы видим, какие байты необходимо проверить, то есть 9, 10, 11, 12. И это вроде работает. Кстати, данные функции я теста не писал, можно добавить, чтобы точно быть уверенным. Но пока что вроде ок. И, собственно, если значения байтов совпадают, то вводится ошибка в лог, которую мы с вами совсем недавно видели. Честно говоря, это не очень правильно с точки зрения разработки API взять и поменять формат для DALL-E 3. То есть я понимаю, зачем это сделано, скорее всего, потом будут анимации, но почему об этом не написать в документации, почему не добавить параметр. То есть я немного удивился, когда плагин перестал создавать текстуры. И на самом деле это у всех не будет работать, даже тот же Python, там, по-моему, нужен специальный пакетч для WebP качать. Так, а если формат прошел, то создается wrapper на основе данного формата. После этого устанавливаются байты. Далее забираются uncompressed байты в формате RGBA. И уже на основе их создается реальная текстура UTexture2D, которую можно использовать и в блюпринтах. То есть вкратце, что происходит в данной функции, просто из байтов создается объект текстуры типа UTexture2D. Но это если у нас все ок. А так как у нас с DALL-E 3 все плохо, то необходимо скачать байты по URL и создать текстуру уже из них. Кстати, когда они присылают URL, там приходит именно PNG. Аллилуйя. Моя нода загрузки находится в Blueprint Async Actions. Нода суперэлементарная, здесь всего лишь один HTTP запрос. И он методом get отправляется на URL, который пришел от OpenAI. И когда пришел ответ, все, что нужно сделать, это вызвать функцию из библиотеки ImageFunClip createTexture, которую мы только что с вами видели. А байты — это и есть тело ответа, которое можно получить с помощью метода getContent. Simple. Теперь посмотрим, что у них там происходит в их ноде.
download image. Давайте выполним поиск по solution. Ввожу download image. Так, поскроллю в поиске. По-моему, вот это. Да. Async task, download image. Глобально все то же самое, но есть нюансы. То есть в функции start отсылается HTTP request, и после того, как он пришел, происходит создание текстуры по байтам. И почему я вообще изначально решил создать собственную ноду, поскольку у них создается в итоге текстура типа Texture 2D Dynamic. У данного типа имеются проблемки при получении размеров текстуры, поэтому я решил сразу создавать Texture 2D. Но это ладно, давайте посмотрим, что происходит здесь глобально. Смотрим, создается какой-то массив image wrappers для PNG, JPEG и BMP. То есть функционал определения формата по байтам, который имеется в методе wrapper, человек, который писал данный код, не использует. Итак, он создает 3 wrapper, и что происходит потом? В цикле он проходится по всем wrapper'ам и пытается установить байты. То есть, если приходит PNG, то все окей. У цикла будет одна итерация и текстура создастся. Но если приходит JPEG или BMP, то будет 2 холостых прохода. И он будет грузить все байты во wrapper с неправильным форматом. То есть представляем, какое тяжелое изображение каждый раз нам приходит в формате BMP 20K. И он будет проверять, не является ли это PNG, не является ли это JPEG. То есть здесь код очень неэффективный. Ну и плюс, зачем нам другие форматы вообще? Наша нода умеет работать только с 3. В общем, код очень странный, поэтому я решил пользоваться своей нодой и в целом так буду делать и в будущих проектах, где мне потребуется скачать какое-нибудь изображение. Поэтому полезно иногда заходить в исходники и удивляться коду. На самом деле можно добавить поддержку WebP в Unreal. Это гугловский формат, имеется отдельно либо, то есть можно ее линкануть и получить нормальный массив байтов для текстуры. Она на самом деле имеется и в Conan. То есть в целом стап несложный, скачать package и написать небольшой wrapper. Сейчас времени просто на это вообще нет, и имеется еще один момент. Придется third-party код добавлять в плагин. Честно говоря, не очень хочется это делать. Плюс лицензию надо будет добавлять, поэтому я надеюсь, что OpenAI просто добавит поддержку генерации PNG-шных байтов, но даже без этого можно скачивать по URL, в целом ничего глобально страшного. Также в репозитории имеется отдельная заметка по поводу DALL-E 3. Я добавил внизу все ограничения, которые имеются. Генерация по URL, доступно только одно изображение и так далее. Так, далее переходим к text-to-speech, TTS, то есть к генерации речи по текстовому описанию. Имеется отдельная страница в документации. Один из параметров — это качество аудио, имеется HD-модель. Мы послушаем, но я, честно говоря, особо разницу не заметил. Далее имеются примеры звучания голосов, которые доступны, форматы, которые поддерживаются, и также видим, сколько на самом деле языков поддерживает OpenAI. Но на английском генерация, естественно, получается лучше всего. Итак, возвращаемся в Unreal. Запускаем проект, переходим на вкладку Speech, речь. И видим, что имеется инструкция, что необходимо включить плагин WMF Codex. Иначе аудио, которое сгенерировалось, в Unreal проигрываться не будет. Поэтому идем в Edit Plugins и находим в поиске WMF Codex. У меня, естественно, данный плагин уже включен. Включаете, перезагружаете эдитор и запускаете проект еще раз. По умолчанию в промпт я добавил английскую скороговорку. Произносить, естественно, я ее не буду. Сейчас послушаем. Все параметры можно выбирать в комбо-боксе для формирования запроса. Голос можно выбрать. Формата только 2 поддерживаются, MP3 и AAC. Другие форматы не поддерживаются Unreal. Создаю речь. She sells seashells by the seashore, but the shells she sells are surely seashells. И видим, на самом деле, что генерация происходит практически мгновенно. То есть запрос достаточно шустрый. Поменяю голос. She sells seashells by the seashore, but the shells she sells are surely seashells. Также, кстати, в API имеется параметр скорости. She sells seashells by the seashore, but the shells she sells are surely seashells. Давайте какой-нибудь еще голос выберем и, например, ускорим. She sells seashells by the seashore, but the shells she sells are surely seashells. Все аудио сохраняются на диск, также повторно можно проигрывать. She sells seashells by the seashore,
but the shells she sells are surely seashells. Давайте попробуем HD-модель. Кроме того, что она дольше генерируется, разницы я особо не заметил. She sells seashells by the seashore, but the shells she sells are surely seashells. Здесь по большому счету и все. Давайте сгенерируем еще какую-нибудь фразу и закончим с аудио. Hasta la vista, baby. Так, все, останавливаю проект. Как несложно догадаться, у генерации текста в речь отдельный виджет. Вся логика достаточно однообразна. Создается объект структуры, собираются все параметры и отправляется запрос. Для TTS я добавил также специальную структуру с настройками сохранения аудиофайлов. Можно указать абсолютный путь. По умолчанию это директория saved в плагине. Можно указать базовое имя файла, по умолчанию speech. Также я добавляю дату. Если никакой хэш не добавлять, то будут перетираться файлы. А флаг Save to File на самом деле задел на будущее. Пока что он должен быть всегда включен. То есть планируется, что, возможно, в будущем также будут проигрываться байты напрямую. Пока что это невозможно. И также в плагин я добавил специальный актор, который умеет проигрывать звук. По сути, он просто передает объекту медиаплеера путь до файла на диске. У медиаплеера имеет специальный метод OpenURL, который позволяет проигрывать медиафайл. И данные блюпринты находятся в директории World, AudioPlayer Actor и MediaPlayer. И, соответственно, AudioPlayer Actor находится на сцене. И давайте покажу, куда сохраняются все файлы. Необходимо перейти в директорию плагина, OpenAI, в директорию Saved, и видим все сгенерированные файлы. То есть мы сейчас только один mp3-шник сгенерировали, все остальные AAC. На самом деле в API OpenAI имеется возможность стримить аудио, то есть получать чанки. Я пока что этим не занимался. Нашел в маркетплейсе плагин, который я пока что тоже не тестировал, но у него достаточно неплохие ревью, он бесплатный. И по идее с помощью него можно попробовать сделать стриминг, или по крайней мере, если кому-то нужны другие форматы аудио, то данный плагин умеет с ними работать. Если кто попробует, отпишите в комментариях. И в репозитории также имеется одностраничная справка по поводу text-to-speech, то есть все ограничения, какой плагин необходимо включить. И также имеется информация по поводу настроек сохранения файла. И переходим к третьей основной фиче – Vision. Необходимо запустить эдиторовский чат GPT. Vision – это новая модель, которая умеет анализировать изображение. Ее необходимо выбрать в дропдауне Vision Preview. С данной моделью, кстати, функции не работают, поэтому я их преднамеренно отключаю. И после того, как вы ее выбираете, будет доступна скрепка, можно будет выбрать изображение, одно или несколько. Я подготовил забавные картинки, давайте проверять. И также можно ввести дополнительный промпт, что ты видишь на изображениях. На одном изображении каламбур, I'll be Bach, то есть Шварценеггер в образе Баха, а на второй также каламбур, то есть пирог по-английски pie, и на изображении символ P и буква И. И смотрим, что ChatGPT нам ответил. Он понял, что это каламбур, игра слов, I'll be back, I'll be Bach, и даже знает, что это было сказано в фильме «Терминатор». Здесь он про каламбур ничего не написал, но символ P он нашел на изображении и дополнительно даже дал информацию, что день P отмечается в марте 14-го. То есть в некоторых странах месяц идет перед числом, и поэтому получается 3/14. Ну, в общем, достаточно подробная информация, и плюс здесь не просто какие предметы, да, изображены на изображении, а полный контекст, описание. То есть очень круто работает с контекстом. Дальше давайте отправим ему оптическую иллюзию, на которой на самом деле линии параллельны. Я думаю, многие ее также видели. И спросим у него, параллельны ли линии. То есть за счет работы с негативным пространством создается эффект, как будто линии ломаны, но на самом деле они параллельны. ChatGPT это понял. Написал, что линии параллельные, также данная оптическая иллюзия как-то даже называется. Это, я не знаю, Cafe Wall Illusion. В общем, это весьма впечатляюще, я бы сказал. Так, с этим он справился. Давайте еще попробуем его поймать. Нашел в закромах еще одну старую картинку. То есть представлен числовой ряд и написано «репостни, если найдешь ошибку». И ошибки в числовом ряде нету, а ошибка в слове
mistake. Там написано mistake. И давайте просто изображение отправим, не будем ничего писать. Здесь он также все правильно написал, нашел ошибку в слове mistake. И также, что в последовательности чисел нет ошибки. Даже написал, что ряд от 1 до 15. Супер. И еще одну загадку мы отправим. Это работа Рене Магрита, известного бельгийского сюрреалиста. Здесь изображена трубка и подпись, что это не трубка. То есть игра идет на то, что связь между вещью и словом придумывает человек, но по большому счету смысла в этом вообще нет. Я у него спрашиваю, это трубка или нет? В общем, все он распознал, чья работа, как называется, и также дал небольшую искусствоведческую справку. В общем, мощная штука, и на самом деле с помощью этих инструментов теперь можно делать реальные крутые приложения. Все зависит от вашей фантазии. У меня, кстати, уже есть идея мини-демки. Как будет время, сразу запилю. Такое вот небольшое видео получилось. Посмотрели с вами возможности DALL-E 3, Text-to-Speech и модели Vision. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока.